Чтобы снизить напряжение в мышцах, зажатость, уменьшить крепатуру после тренировки или трудового дня. Для этого нам понадобится недорогой валик и мяч для большого тенниса. Все это бюджетным способом прямо у себя дома. Первое упражнение – прокатываем вверх и середину спины. Ложимся на роллер и ноги сгибаем в коленях. Делаем поступательные движения вверх и вниз по спине, отталкиваясь ногами. Руками можно придерживаться. Сделайте 8-10 прокаток валиком по центру спины, вдоль позвоночника. Потом перемещайте валик на трапеции и широчайшие мышцы спины. Большую и малую круглую мышцу, чтобы проработать весь массив спины. Для каждой мышечной части интуитивно делаем около 10 прокаток. Постепенно увеличиваем время под такой нагрузкой. Ограничений здесь особых нет. В некоторых позициях нужно будет просто приловчиться делать прокатку. Не в совсем удобных позах, но я сейчас это делаю уже на автопилоте и не задумываюсь. Где-то на спине, где-то на боку. Дальше смещаем валик на заднюю дельту. Тут уже прокатывать будем только частью ролика. При нажатии на мышцы вы должны ощущать небольшой дискомфорт именно в этой целевой мышечной области. И также делаем на другую сторону. А на связи Владырович. Я уже 10 лет занимаюсь силовым воркаутом, и мне есть что рассказать. Боковую дельту и переднюю тоже можно прокатать, лежа на боку и перевернувшись, соответственно, на живот. У меня получалось прокатывать и трицепс, что уже сложнее и требует практики. Не всем удобно будет перекатываться на боку, и со стороны это выглядит довольно забавно. Ягодицы и область копчика, где у многих дискомфорт из-за сидячего образа жизни, они прокатываются в небольшой амплитуде, и это делается сидя на самой пятой точке, а также сбоку. Ноги можно массировать со всех сторон. Для меня была самая неудобная зона – это боковая часть бедра, а область квадрицепса и бицепса бедра массируются довольно просто. Делаем такие прокатки, не задевая подколенную ямку. Во время прокатки икроножных мышц мы помогаем руками. Тут вы уже почувствуете себя прям гимнастом, так как плечи будут непривычно активно нагружаться. Когда становится легко, через несколько таких сеансов можно прокатывать только одну ногу. Так мы будем сильнее надавливать на целевую область и лучше ее прожмем. В местах, где более всего дискомфорт, этим областям нужно уделить больше времени. Там находятся мышцы, как правило, более твердые и зажатые, и за несколько таких сеансов ощущения будут менее болезненны. Получается, что прокатывать можно вверх, середину и по бокам спину. Плечи сзади, сбоку и спереди. Также икроножные мышцы, бицепс бедра, квадрицепс, трицепс и ягодицы. Другие части тела лучше катать теннисным мячом, им можно искать триггерные болевые точки. Об этом чуть позже. Бицепс, грудные мышцы, пресс на валике мы уже не прокатаем, тут только мячиком. Ну а сам пресс, я не вижу смысла как-то его массировать. Но хочется отметить, в каких местах валиком делать противопоказано. Это места сгибов, под коленками. И область поясницы тоже лучше не прокатывать. А вот лежать в статике в таком положении, подложив ролик под поясницу, это можно. Выбирая валик, они есть нескольких видов, модификаций, и предлагаю остановиться на стандартном. Конкретного производителя я не посоветую, не имеет особого значения. Есть такие массажеры, как для шеи, это сдвоенные или одинарные резиновые мячики. Так и другие модификации, но мы дальше разберем простой вариант с теннисным мячом. К слову напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки в закрепленном комментарии под видео. Я последние лет 5 активно использую валик для прокатки мышц. После тренировки на пару с теннисным мячом, для тех мест, докуда валиком просто не добраться. Их используют как профессионалы спорта, рекордсмены, так и любители. Помню, как общались на эту тему с Русланом Фатаховым, обладателем 7 рекордов Гиннесса по подтягиваниям. Он тоже использует прокатку роликом. О нем я уже делал раньше видео на канале. Во время первых упражнений с валиком или после длительного перерыва вы почувствуете некоторые болевые ощущения в мышцах. И это нормально.
Просто аккуратно и на небольшой скорости продолжайте делать прокатывание, это пройдет. Это все потому, что спина и другие мышцы еще не привыкли, и есть много точек, где мышцы зажаты. И к тому же поверхность многих таких роликов, она ребристая и выпуклая. Можно, конечно, начать с самого простого валика с ровной поверхностью, но я сразу выполнял упражнения на ребристом валике и привык. После нескольких дней прокаток спины или другой части тела, когда болевых ощущений уже почти нет, то я занимаюсь уже поиском так называемых триггерных точек, зажатостей мышц, которые мешают эффективным тренировкам, сковывают подвижность тела, и они могут быть и скрытыми. Чтобы найти эти проблемные триггерные точки, нужно опираться на свои ощущения, и как бы это странно ни звучало, нужно искать боль. То есть вы ищете те места, где остался дискомфорт при прокатке, и вы понимаете, что это мягкая часть тела, мышца, а не просто когда цепляете сустав или кость, и вам тоже будет неприятно. У меня такие точки — это под лопатками и задняя часть плеч. Кстати, кому интересно, я размещу расширенную текстовую версию сюжета в телеграм-канале Владарович. Ссылка будет под видео. В некоторых областях тела эффективнее будет прокатывать мышцы с помощью мяча для большого тенниса. Его твердая поверхность и небольшая площадь позволяет удобно массировать рукой. Плюс этого всего, что вы сами регулируете нагрузку, с которой надавливаете, и постепенно ее повышаете. Как и время прокатки тоже должно возрастать. Мячиком для тенниса можно прокатывать не только рукой, а и оперевшись спиной о стенку. На полу это будет неудобно. Так можно размять области тела, до которых валиком просто не добраться со всех сторон. Например, под лопатками, шея, и более тщательно проработать плечи, как спереди, так и сзади. Через несколько дней таких упражнений вы будете чувствовать уже облегчение в этих частях тела и уже минимальный дискомфорт при следующих прокатках. Если будете регулярно так делать, либо в день отдыха между тренировками, либо на протяжении дня, каждый день, в удобное время, или после тренировки, то ощутимые результаты не заставят ждать. Все эти способы не требуют посторонней помощи, а лишь немного регулярной практики. Не ленитесь, это ваше тело, и оно скажет вам спасибо. А вы можете сказать спасибо мне, отправив донат каналу. Как вы восстанавливаете мышцы после тренировки? Делитесь опытом в комментариях. Я рекомендую к просмотру еще одно полезное видео на экране – упражнение для поясницы. Там мы встретимся снова. Лайк, подписка. Автор сюжета Владарович.